Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию представляется аудиолекция на тему микрофлора человека. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – микрофлора человека. В сегодняшней теме мы разберем очень интересные вопросы. Это биоценоз, понятие о биоценозе, примеры. Это ассоциативный биоценоз, различные виды ассоциативного биоценоза. Это конкурентные биоценозы. Важнейший вопрос темы микрофлора организма человека. Следующий вопрос, разбираемый в сегодняшней теме, микрофлора новорожденного ребенка. Затем мы разбираем отдельно микрофлору различных биотопов. Это микрофлора кожи, микрофлора ротовой полости и ее роль, представители нормальной микрофлоры ротовой полости, микрофлора дыхательных путей, микрофлора мочеполовой системы, микрофлора кишечника, роль нормальной микрофлоры кишечника. Важнейший раздел сегодняшней темы – это дисбактериоз кишечника. Понятие о дисбактериозе, причины, симптомы, микробы, которые характеризуют это состояние. И, наконец, степени дисбактериоза кишечника. Сегодняшнюю тему мы начинаем с понятия биоценоз. Это экологическое понятие, а экология – это важнейший раздел медицинской микробиологии. Об экологии мы с вами говорили и в предыдущих лекциях, когда разбирали Синтию, когда говорили об экологических катастрофах, происшедших в окружающем нас мире. К теме экология также относилась тема по санитарно-показательным бактериям. И вы уже знаете о требованиях, которые предъявляются к санитарно-показательным бактериям, о том, что санитарно-показательные бактерии характеризуют загрязнение воды, воздуха, почвы, и для каждого объекта внешней среды это определенный санитарно-показательный микроб. Итак, речь пойдет о биоценозах. Что же такое биоценоз? Биоценоз – это совокупность растений и животных, которые населяют участок среды обитания
с однородными условиями жизни. Термин биоценозы может относиться и к растениям, и к животным. Ну а поскольку мы с вами микробиологи, то этот термин будем разбирать в отношении микробов. Растения, животные или микробы появились в результате биогенного круговорота и между собой тесно связаны. В природе существует своеобразное равновесие. Вещества, которые не усвоены одними видами организмов, усваиваются другими видами. Биоценозы не имеют резко выраженных границ. Природа мудра, и один из биоценозов плавно перетекает в другой вид. Возьмем такой пример. Биоценоз леса. Мы представляем зеленый лес, деревья. Долго бродим по этому лесу, и вдруг биоценоз леса сменяется биоценозом луга. И, наконец, биоценоз луга переходит в биоценоз болота. Итак, еще раз. Биоценоз – это совокупность популяций, населяющих определенную географическую территорию. Они отличаются от других по химическому составу и по различным физическим показателям. Какие же типы биоценозов сложились между микробами? Между микробами сложилось два типа биоценозов. Первый тип – это ассоциативные биоценозы. Комменсализм – это форма симбиоза, при которой один организм живет за счет другого, но не причиняет ему вред. Чуть позже мы с вами поговорим о нормальной микрофлоре тела человека. Так вот, кишечная палочка и организм человека находятся в состоянии ассоциативного биоценоза под названием комменсализм. Следующая форма – это мутуализм. Это взаимовыгодные отношения разных микробов. Например, клубеньковые бактерии почвы, они паразитируют на корнях бобовых растений, создают из свободного азота воздуха азотистое соединение. Может быть сателлизм, когда один вид микроба стимулируется сопутствующим видом. Дрожжи и сарцины выделяют питательные вещества, усиливающие размножение бактерий. Переходим к конкурентным или антагонистическим биоценозам. Антибиоз – это форма антагонистических отношений, в основе которой лежит способность одного вида организма выделять токсические вещества, угнетающие жизнедеятельность другого вида. Пример – это антибиотики природного происхождения,
полученное из грибов или актиномицетов. К антагонистическим типам взаимодействия относится также паразитизм, когда один организм живет за счет другого и наносит ему вред. Вспомним бактериофаги. Так вот, вирулентный фаг наносит вред чувствительной бактериальной клетке. Конкурентные отношения складываются и между бактериями-антагонистами. Предположим, сибироязвенная палочка, спороносная бацилла, является антагонистом молочно-кислых бактерий. А кишечная палочка является антагонистом микобактерий туберкулеза, стафилококков и коринебактерий дифтерии. Стрептококки – антагонисты возбудителя сибирской язвы, возбудителя чумы и коринебактерий дифтерии. А стафилококки угнетают возбудитель чумы и коринебактерии дифтерии. Следующий раздел нашей лекции – это микрофлора человека. Организм взрослого человека населен огромным количеством бактерий, спирохет, микоплазм, вирусов. Это примерно 500 видов. У взрослого человека количество микробов составляет 10 в 14 степени. А на 1 квадратный сантиметр кожи приходится 80 тысяч микробов. Состав микрофлоры кожи и слизистых у каждого человека относительно стабилен. Но могут быть колебания в зависимости от возраста, от условий труда и быта. Когда мы изучаем микробный пейзаж тела человека, то обнаруживаем следующие группы микробов. Это постоянно живущие микробы, это резидентная микрофлора, это постоянные жители нашего организма. Они присутствуют от рождения и сопровождают человека всю жизнь. Есть группа транзиторных микробов. Транзиторные микробы занесены извне и не способны к длительному существованию в организме человека. Представьте себе транзитных пассажиров, которые садятся на какой-то маленькой промежуточной станции и также случайно, незаметно выходят из транспорта. Есть и третья группа. Это условно-патогенные микробы, которые проявляют свои свойства при снижении реактивности организма. Если организм ослаб, то перевес берут условно-патогенные микробы. Видовой состав микрофлоры организма зависит и от иммунологической реактивности, зависит от факторов питания, меняется в зависимости от сезона и может меняться даже в зависимости от социальных факторов. Если проверить микрофлору в период самоизоляции, то, возможно, она несколько иная, чем когда мы жили в привычном ритме и каждый день ходили на работу. Когда же происходит заселение микробами
организма. Пока плод находится в утробе матери, он стерилен. Но через 40 недель ребенок рождается на свет. И именно в это время происходит заселение организма новорожденного различными микробами. Итак, поговорим о микрофлоре новорожденного ребенка. Во время акта родов в желудочно-кишечный тракт попадает микрофлора слизистых оболочек половых путей и кишечника матери. С первым криком ребенка в дыхательные пути попадают микробы, которые содержатся в воздухе помещения, где происходили роды. А с первым глотком материнского молока кишечник ребенка заселяется микробами. Это бифидобактерии, лактобациллы, наиболее благоприятные представители. Итак, контаминация происходит из родовых путей матери, из воздуха, из дыхательных путей и зависит от персонала родильных домов. Поэтому дискутабельным считается вопрос, как содержать новорожденного ребенка в палате родильниц вместе с матерью или отдельно в палате для новорожденных детей. И тот, и другой способ содержания новорожденных имеет свои плюсы и минусы. И возможно, что именно определенный путь является наиболее благоприятным в каждой конкретной ситуации. Новорожденные дети имеют плохо развитые барьерные функции организма, и поэтому их кожа, слизистая, наиболее восприимчивы к патогенным микробам. Входными воротами для инфекции у новорожденных детей является пупочная ранка. Именно ее нужно очень хорошо и тщательно обрабатывать. Через нее микробы могут попадать из внешней среды. У новорожденного ребенка в первые 10 часов, пока его не приложили к материнской груди, кишечник свободен от бактерий, а затем начинается формирование микробного биоциноза кишечника. Если ребенка вскармливают грудным молоком, то это бифидобактерии. Вариант вскармливания искусственно гораздо хуже. Это кишечная палочка и это энтерококки. При искусственном вскармливании вполне вероятно развитие эшерихиозов. Итак, формирование микрофлоры новорожденного определяется санитарным состоянием среды, в которой происходили роды, определяется типом вскармливания и определяется рядом других факторов.
Очень важно в период беременности следить за состоянием будущей матери, следить за ее характером питания, за использованием антибиотиков и, как я уже сказала, за окружающей средой, поскольку возможно совместное пребывание ребенка с матерью, пребывание ребенка в палате для новорожденных, и если это дети новорожденные, то их содержат в палатах интенсивной терапии. Как уже было сказано, питание новорожденного тоже важно. Предпочтительно грудное вскармливание, менее предпочтительно искусственное вскармливание. Иногда бывает вскармливание смешанное, с преобладанием грудного или искусственного. Знание темы микрофлоры новорожденного особенно важно для будущих педиатров. Среди педиатров есть специальность неонатологи, которая именно работает с новорожденными детьми. Переходим к разбору микрофлоры кожи. Микрофлора кожи отражает микрофлору воздуха и тех предметов, с которыми человек соприкасается. Это чаще всего стафилококки, стрептококки, пептострептококки, дифтероиды и кандида. Только чистая кожа обладает бактерицидными свойствами. Следует помнить, что через немытые руки передается ряд инфекционных заболеваний. На данном слайде вы видите те микробы, которые обитают на коже. Как же это определить? Определить это несложно. Если приложить пальцы руки к чашке Петри с мясопептонным агаром, то через сутки на поверхности агара вырастут колонии различных микробов. И как представлено на данном слайде, чаще всего это будут стафилококки, стрептококки, сарцины, возможно, палочковидные бактерии, ну и представителем нормальной микрофлоры организма, конечно же, являются дрожжеподобные грибы. Где микробов на коже максимальное количество? Там, где кожные покровы защищены от действия света и высыхания. Это подмышечные впадины, это межпальцевые промежутки, это паховые складки и это промежность. Зоны колонизации кожных покровов: эпидермис, роговой слой кожи, кожные железы и верхние отделы волосяных фолликулов.
На коже могут быть как аэробные бактерии, предположим, коринобактерии, так и анаэробы, это пропионобактерии, а также микрококки. Наиболее типичным представителем является эпидермальный стафилококк. Резидентная микрофлора постоянно живет на коже. Транзиторная микрофлора, как мы с вами уже выяснили, только временно присутствует в верхних слоях кожи. При употреблении дезодорантов мы нарушаем функцию потовых и сальных желез, которые выделяют патогенные микробы. И поэтому, несмотря на рекламу, использование их во время интенсивных спортивных нагрузок является нежелательным. Только целая кожа играет защитную барьерную роль в защите организма от болезнетворных микробов. При антибиотикотерапии и ослаблении иммунитета защитная барьерная функция кожи ослабевает. Кстати, использование медицинских перчаток ускоряет процесс восстановления, но не приводит к полному уничтожению микробов. Какие же заболевания могут передаваться через кожу? Это путь передачи инфекций контактно-бытовым путем. Если на коже имеются ранки, трещины, порезы, то через эти входные ворота могут проникать стафилококки, стрептококки и различные возбудители гнойно-воспалительных процессов. Через более глубокие раны могут проникать возбудители раневых инфекций, например, столбняка. Вопрос очень важный для стоматолога. Микрофлора ротовой полости. Это своеобразная экологическая ниша. И количество бактерий в слюне достигает 5,5 миллиардов в 1 миллилитре. Полость рта и ее слизистая оболочка играют уникальную роль при взаимодействии организма с окружающим миром микробов. Но роль микроорганизмов неоднозначна. С одной стороны, микробы выполняют положительную роль. Они участвуют в переваривании пищи. Они оказывают позитивное влияние на иммунную систему и являются антагонистами патогенной флоры. Но именно микробы, условно-патогенные, главные виновники стоматологических заболеваний. Бактерии попадают в ротовую полость с воздухом, с водой, с пищей. Здесь речь идет о транзиторных микробах. А резидентная, постоянная микрофлора – это сложная и стабильная
экосистема ротовой полости. Она стимулирует развитие лимфоидной ткани, синтезирует лизоцим, который обладает бактерицидной активностью по отношению к чужеродным микроорганизмам, поддерживает физиологическое воспаление слизистой оболочки, обеспечивает самоочищение ротовой полости. Продукты жизнедеятельности микробов могут стимулировать секрецию слюнных желез. Видовое представительство микробов у конкретного человека постоянно, если не на протяжении всей жизни, то на протяжении многих-многих лет. Состав микрофлоры у конкретного индивидуума зависит от слюноотделения, от консистенции и характера пищи, различен у вегетарианца и мясоеда, зависит от гигиенического содержания полости рта, как тщательно мы чистим зубы, от наличия соматических заболеваний. Количество микробов в полости рта может нарастать при расстройствах слюноотделения и расстройствах глотания. К нарастанию количества микробов приводят кариозное поражение и некачественные зубные протезы. Если спросить, какое место в организме человека является самым грязным, вопрос может застать врасплох. Правильный ответ – ротовая полость. Именно в ротовой полости содержится до 5,5 миллиардов микробов. Количество микробной флоры, как уже было сказано, зависит от секреции слюны, от характера питания. Повторюсь, характер питания вегетарианца и мясоеда различен, от гигиенического состояния полости рта, от стоматологического статуса. Стоматолога надо посещать не реже 1 раза в 6 месяцев, и наличие соматической патологии. Соматические заболевания тоже накладывают свой отпечаток на стоматологический статус. Итак, мы с вами разбираем микрофлору ротовой полости. Самую большую группу постоянно обитающих в полости рта бактерий составляют кокки. Их 85-90%. Кокки обладают значительной биохимической активностью. Стрептококки в 1 мл слюны содержится до 109 стрептококков. Большинство стрептококков – это нестрогие или факультативные анаэробы. Но встречаются и облигатные анаэробы. Это пептококки. Стрептококки сбраживают углеводы по типу молочно-кислого брожения. Образующиеся кислоты подавляют рост некоторых гнилостных микробов, а также брюшно-тифозных и дизентерийных палочек. Палочковидные лактобактерии
постоянно присутствуют в здоровой полости рта. Так же, как и стрептококки, они производят молочную кислоту, и количество лактобактерий при кариесе зубов значительно возрастает. На данном слайде вы видите стрептококки, которые составляют резидентную микрофлору полости рта. В полости рта обитает оригинальный микроб под названием лептотрихии. Это представитель семейства молочно-кислых бактерий. По типу дыхания это строгий анаэроб. Актиномицеты, лучистые грибки, обязательно присутствуют в полости рта. Актиномицеты похожи на нитевидные грибы. Они состоят из тонких ветвящихся нитей, из гифов, а гифы, переплетаясь, образуют видимые глазом мицелий. Если проверить полость рта здорового человека, то у половины людей будут дрожжеподобные грибы. Из дрожжеподобных грибов кандида патогенные свойства наиболее выражены у кандида альбиканс. Именно кандида альбиканс, дрожжеподобный гриб, при интенсивном размножении может вызвать дисбактериоз, а у маленького ребенка местное поражение полости рта, которое носит название молочница. Молочница нередко возникает как результат бесконтрольного самолечения антибиотиками. Спирохеты. Спирохеты заселяют ротовую полость с момента прорезывания молочных зубов у ребенка, а молочные зубки появляются в 6 месяцев, и к году их в ротовой полости бывает уже 8. Спирохеты вызывают патологические процессы в ассоциации с фузобактериями. Особенно много спирохет обнаруживается при пародонтите и при кариесе. У половины здоровых людей в полости рта могут обитать и простейшие. Они наиболее усиленно размножаются при негигиеническом содержании ротовой полости. Антибактериальная активность слюны и количество обитающих в полости рта микробов находится в состоянии динамического равновесия. Именно основная функция антибактериальной системы слюны – это контроль количества и качества ее состава. Итак, на данном слайде еще раз видим самые распространенные представители микрофлоры ротовой полости. Актиномицеты, стрептококки, лактобациллы, бактероиды, спирохеты и фузобактерии. Для лучшего запоминания данный слайд можно зарисовать, чтобы представлять, как каждый из указанных микроорганизмов выглядит под микроскопом.
На данном слайде показано, что стоматолога нужно посещать регулярно. Именно стоматолог будет проверять состояние ваших 32 жемчужин и давать свои рекомендации по содержанию полости рта, по гигиене полости рта, чтобы 32 жемчужины служили вам как можно дольше и не вызывали никаких стоматологических проблем. Если на практическом занятии кто-то захочет проверить микрофлору своей ротовой полости, то у шейки зуба стерильной бактериологической петлей можно взять исследуемый материал, приготовить мазок, его высушить, зафиксировать и окрасить по методу Грамма. Вы получите приблизительно такой мазок, который перед вами на данном слайде. Очень интересны микробы под названием лептотрихи. Они идут под номером 12. Это длинные извитые нити, являющиеся грамм-положительными. Подводим итог по микрофлоре ротовой полости. В процессе эволюции между человеком и микробами полости рта сформировались сложные отношения. С одной стороны, как было подчеркнуто, микробы участвуют в переваривании пищи, в синтезе витаминов, являются иммуностимуляторами, антагонистами патогенной флоры. Но, с другой стороны, они продуцируют кислоты, особенно у сладкоежек, которые разрушают твердые ткани зуба, способствуют кариесу и развитию последующих воспалительных заболеваний. Еще раз на данном слайде посмотрите на микробы, обитающие в ротовой полости. Это постоянно обитающие микробы, часто встречающиеся микробы и факультативные микроорганизмы. Напоминаю, что ротовая полость – это самое грязное место в организме человека. Именно в ротовой полости микробы находят идеальные условия для своего существования: постоянная температура, влажность, вязкость и достаточное содержание питательных веществ в легко усвояемой форме. То есть это все требования, которые мы предъявляем к питательным средам. Разбираем стоматологическое понятие «зубная бляшка». Это микрофлора различных областей полости рта. Она накапливается на поверхности зуба. Зубные бляшки, с одной стороны, играют положительную роль, способствуют образованию биопленки, поддерживают целостность и стабильность микроциноза, но, с другой стороны, это источник дополнительной инфекции, поэтому периодически рекомендуется посещать пародонтолога. Далее мы с вами переходим к разбору микрофлоры дыхательных путей. Трахея, бронхи и альвеолы в норме стерильны.
какие микробы обитают в рото- и носоглотке. Здесь могут быть обнаружены бактероиды, зеленящие стрептококки, нейсерии, дифтероиды и стафилококки. Если взять мазок из носа, то там у некоторых пациентов можно обнаружить коринобактерию дифтерии. Это так называемые здоровые носители возбудителя дифтерии. Сами пациенты не болеют, но являются носителями. У других пациентов можно обнаружить грамотрицательные диплококки Neisseria meningitidis. С одной стороны, могут быть выраженные заболевания, вызванные Neisseria meningitidis, а с другой стороны, может быть поражение только носовой полости, назофарингит. На данном слайде вы видите, что условно-патогенная флора верхних дыхательных путей составляет 34%. Смешанная флора преобладает ее 37%. Микоплазм 15%, хламидий 9% и 5% это грибы. Гемолитический стрептококк встречается в носоглотке здоровых людей приблизительно в 50% случаев. Итак, постоянные обитатели зависят от состава вдыхаемого возраста. Это непатогенные нейсерии, коринеформные бактерии, лактобактерии, бактероиды, пептококки, пептострептококки и стрептококки. Еще раз, в трахее, в бронхах и в альвеолах микробов обычно не бывает. Мочеполовая система. Какие же микробы обитают в мочеполовых путях? Имеется в виду почки, мочеточники, мочевой пузырь. Ждем следующего слайда. В общем-то, микробы мочеполовой системы не отличаются большим разнообразием. Почки, мочеточники и моча являются стерильными. Но в нижней части уретры могут быть пептококки, пептострептококки, бактероиды, дифтероиды, микобактерии. На наружных мужских половых органах могут быть обнаружены стрептококки, стафилококки
и микобактерии СМЕГБы, которые по морфологическим признакам можно спутать с микобактериями туберкулеза. В мочеполовых путях женщины могут содержаться микробы, характеризующие различную степень чистоты влагалища, например, грамположительная палочка Додер-Лейна. На данном мазке вы видите те микробы, которые характерны для нижних отделов мочеполовой системы. Это перечисленные выше микобактерии, дифтероиды, стафилококки, трипанемы, но не имеется в виду трипанема паллидум, вызывающая сифилис. Это микоплазмы и это грибки. Следует помнить, что микоплазмы, в частности возбудитель уреоплазма уреолитика, вызывает заболевание мочеполовой системы и передается именно половым путем. Еще раз для повторения, на данном слайде представлены те моменты, о которых мы с вами сказали. Почки, мочеточники, моча стерильны. Указаны микробы передней части мочеиспускательного канала, полость матки у женщин стерильна и указаны микробы, которые содержатся на наружных половых органах. Половым путем у нас передаются инфекции сифилис, гонорея и есть группа заболеваний, которые называются ИППП – инфекции, передающиеся половым путем. Микрофлора кишечника. Она очень обильна и очень разнообразна. В желудке желудочный сок, содержащий соляную кислоту, вызывает гибель микробов. В тонком кишечнике микробов также сравнительно мало. Но зато толстый кишечник отличается очень большим разнообразием видов. На 96% это анаэробные виды. Мы с вами уже говорили о новорожденном ребенке. Еще раз повторю, что кишечный тракт новорожденного в первые часы рождения стерилен, а затем в кишечнике новорожденных детей устанавливается специфическая бактериальная флора. Это бифидум бактерии, бактероиды, молочно-кислые бактерии, катенобактерии, энтерококки, кишечные палочки. Состав нормальной микрофлоры кишечника и взаимодействие этих микробов между собой оказывают мощное влияние на многие аспекты нашей с вами жизни. Состав нормальной микрофлоры влияет на наше самочувствие, на наше настроение и даже на наш иммунитет. То есть от этого зависит, мы заразимся или не заразимся каким-то конкретным инфекционным заболеванием.
В чем же заключается роль нормальной микрофлоры кишечника? Самые наши лучшие защитники, золотой фонд микробов, это бифидо- и лактобактерии, ценнейшие микробы. Именно их надо холить и лелеять и принимать различные пробиотики, эубиотики, которые способствуют росту бифидо- и лактобактерий. Мудрые японцы очень много употребляют продуктов сои, а это как раз способствует росту бифидо- и лактобактерий. Поэтому именно японцы отличаются долгожительством. В чем же еще роль нормальной микрофлоры кишечника? В синтезе витаминов, полезнейших витаминов группы В и витамина К, в синтезе незаменимых аминокислот, в участии в процессах пищеварения, стимуляции синтеза иммуноглобулина А у детей это антианемическое действие. Нормальная микрофлора препятствует развитию малокровия. Антирахитическое действие. Ребенок, получающий полноценное питание, грудное молоко, реже болеет рахитом. Десенсибилизирующее действие. Смотрим на данный слайд. Нормальная микрофлора – это конкурент гнилостных и патогенных микробов. Золотой фонд – бифидобактерии и лактобактерии, антагонисты патогенных микробов. Почему? Они продуцируют различные антимикробные вещества, образуют молочную, уксусную кислоту, спирты, лизоцим, бактериоцины. Они участвуют в водно-солевом обмене, и нормальная микрофлора поддерживает хороший уровень нашей жизни. Илья Ильич Мечников, который прожил 81 год, на ночь выпивал 1 стакан кефира или простокваши, содержащий молочно-кислые бактерии. Очень мудрое решение. Именно молочно-кислые бактерии способствовали нормализации видов обмена, способствовали лучшему синтезу витаминов и выведению из организма токсинов, канцерогенов и аллергенов. Те люди, у кого аллергия, в первую очередь должны позаботиться о состоянии микрофлоры кишечника. Еще один слайд, на котором вы видите роль микрофлоры кишечника. Микрофлора кишечника, к сожалению, с возрастом ухудшается. Мы часто питаемся неправильно. Фастфуд, нерегулярные приемы пищи, перекусы в значительной степени нарушают нашу микрофлору. И тогда
возникает ее нарушение, которое носит название дисбактериоз кишечника. Следующий вопрос, на котором мы с вами остановимся, это именно дисбактериоз кишечника. Мы с вами говорили уже об экологическом балансе. Так вот, при дисбактериозе кишечника нарушается экологический баланс между микробными популяциями. Это состояние клинически сопровождается очень неприятными симптомами: усиленным образованием газов, нарушением всасывания воды в толстой кишке, эффективность пищеварения снижается, а самочувствие человека неуклонно ухудшается, так как происходит отравление продуктами жизнедеятельности вредных микробов. Именно с такими симптомами пациент обращается к врачу-гастроэнтерологу или к врачу-проктологу. Какие же причины дисбактериоза и какие факторы влияют на его формирование? На первое место по значимости можно поставить нерациональное использование антибиотиков широкого спектра действия: тетрациклина, левомицетина. Курс антибиотикотерапии не должен превышать 5-7 дней. Ну и, конечно же, одной из причин дисбактериоза является резкое снижение защитных сил при хронической инфекции, при стрессе или при радиации. Пациент жалуется на боли, распирание в животе, запоры или поносы, вздутие живота, урчание и снижение аппетита. На данном слайде вы видите представителей нормальной микрофлоры и грибы кандида, которые заселяют толстый кишечник при состоянии дисбактериоза. А на нижнем правом слайде вы видите те продукты питания, которые способствуют профилактике дисбактериоза. Это зерновой хлеб и гречневая каша. Выделяют следующие степени дисбактериоза: латентная или компенсированная форма, когда увеличивается количество условно патогенных микробов. Бифидо и лактофлора являются неизменными. При второй степени дисбактериоза, субкомпенсированной, количество аэробов приблизительно равняется количеству условно-патогенных микробов. При третьей степени дисбактериоза значительно снижается уровень бифидофлоры, а преобладают патогенные стафилококки, грибы кандида, протеи. Последствия дисбактериоза. Они следующие: резко возрастают антибиотикорезистентные бактерии. Это условно-патогенные бактерии. Происходит нарушение витаминообразующей функции, нарушение синтеза иммуноглобулинов и нарушение ферментной функции микрофлоры.
все это неизбежно приводит к ослаблению иммунологической резистентности организма. Организм дает сбой и чаще заболевает различными инфекционными процессами. Это могут быть как кишечные инфекции, так и различные соматические заболевания. Но не все так плохо и пессимистично. Нормальный биоценоз можно и нужно восстановить. Для этого существуют биологические препараты, которые получаются из живых бактерий нормальной микрофлоры кишечника. Это препараты эубиотики, предположим, Линекс. Это препараты бифидум бактерин, лактобактерин. Для малышей препарат выпускается в капсулах, а содержимое капсулы можно растворять в бутылочках с молоком. Препаратом нового поколения для лечения дисбиоза кишечника является бактистатин.